он входит в этот дом не как гость, а как полноправный хозяин. За блестящей улыбкой Сергея Сергеевича скрывается холодный расчет. Он пришел не просить прощения, а забрать то, что считает своим по праву. Любовь Ларисы. 4 глава о том, как легко разрушить жизнь другого человека ласковым словом и ледяным взглядом. Глава 4. Хозяин возвращается. Паратов вошел в гостиную так, словно никогда не покидал этого дома. В его осанке, в небрежном жесте, которым он поправил манжеты, чувствовался хозяин жизни, даже если эта жизнь сейчас висела на волоске. «Тетенька, ручку!» – весело провозгласил он, подойдя к Агудаловой. Харита Игнатьевна, забыв о недавних страхах, всплеснула руками. В ее глазах зажегся тот самый хищный огонек, который всегда появлялся при виде больших денег или большой удачи. «Ах, Сергей Сергеевич, родной мой, каким ветром! Неужто проездом?» «Нарочно к вам, тетенька. Первый визит в ваш дом». Паратов легко обнял ее и запечатлел поцелуй на щеке. Агудалова прищурилась, изучая его лицо. Она помнила, как год назад он исчез внезапно, не попрощавшись, оставив Ларису в полуобморочном состоянии. «Скажите, голубчик, что ж вы тогда так пропали?» «Телеграмма, тетенька, скверная телеграмма. Управляющие мои мерзавцы довели поместье до ореховой скорлупки. Пароходы чуть с молотка не пустили. Пришлось лететь и спасать». «И все устроили?» – с надеждой спросила она. «Устроил? Да не совсем. Брешь в кармане осталась порядочная. Но я духу не теряю. На одном потеряем, на другом выиграем». Харита Игнатьевна понимающе кивнула. Она знала этот сорт людей, легкомысленных джентльменов, которые не умеют копить, но умеют выгодно продавать. «На чем же выигрывать, думаете? Новые обороты?» «О нет, за новые обороты нынче в долговую яму сажают. Я решил продать свою волюшку». «Понимаю. Выгодно жениться», – усмехнулась Агудалова. «И во сколько же вы цените свою свободу?» «В 500 000». Паратов произнес цифру так легко, словно заказывал обед. «Дешевле нельзя, расчету нет. Себе дороже выйдет». Агудалова невольно залюбовалась им. «Молодец мужчина. Сокол», – думала она, глядя на этого хищника, который даже свое разорение превращал в блестящую сделку. Она попыталась выведать имя невесты, но Паратов лишь отшучивался, целуя ей руку. Он был стыдлив, когда дело касалось нескромных вопросов. Наконец он перешел к главной цели своего визита. «Я бы желал засвидетельствовать почтение Ларисе Дмитриевне. Могу я ее видеть?» Харита Игнатьевна, не теряя момента, выставила на стол ювелирную коробочку. «Отчего же нельзя? Сейчас пришлю. Только вот, Сергей Сергеевич, завтра у Ларисы день рождения. Хотела подарок сделать, да денег не хватает». Паратов расхохотался, грозя ей пальцем. «Тетенька, тетенька, я же вашу тактику помню. Вы, небось, уже с 3 на этот подарок взяли». «Ах ты, проказник!» Она шутливо потянула его за ухо. «Не беспокойтесь, я завтра сам привезу подарок. Получше этого будет».
Фарита Игнатьевна, довольная сделкой, поспешила за дочерью. Паратов остался один. Он подошел к зеркалу, поправил фуражку и замер, услышав тихий шорох платья. Когда Лариса вошла в комнату, Паратов уже стоял у окна, окутанный ореолом уверенности и лоска. «Не ожидали?» — коротко бросил он, оборачиваясь. «Нет». Лариса смотрела на него, не отрываясь. Ждала долго, но ждать перестала. Не надеялась дождаться. Разговор начался как допрос. Паратов с присущим ему цинизмом не стал извиняться за молчание. Его интересовали теоретические соображения. Как скоро женщина забывает того, кого страстно любила? Он обвинял ее в притворстве, в том, что те же нежные взгляды и клятвы она теперь, как выученный урок, повторяет другому. «Ах, как вы смеете!» – вспыхнула Лариса. «Разве вы знаете, что я полюбила кого-нибудь после вас? Вы уверены в этом? Чтобы упрекать, надо знать, а не полагать». Она не выдержала и выплеснула все, что копилось в ней этот бесконечный год. О невыносимой жизни в доме, о смертельной тоске, о том, как ее заставляли улыбаться чужим людям и навязывали женихов, на которых нельзя смотреть без отвращения. Это был крик о помощи, признание в том, что брак с Карандышевым – это не измена, а бегство из ада. Паратов мгновенно сменил тон. Его голос стал мягким, почти нежным. «Так вы не забыли меня? Вы еще меня любите?» Лариса молчала. Но это молчание было красноречивее любых слов. «Конечно, да», — наконец выдохнула она. «Нечего и спрашивать». Паратов склонился и поцеловал ее руку. В этом жесте не было раскаяния, только триумф. «Благодарю вас. Уступить вас другому я должен по обстоятельствам, но любовь вашу уступить было бы тяжело». Для него любовь к женщине – это пьедестал. Пусть она плачет, пусть страдает, главное, чтобы она признавала его своим идеалом. «Я сказала вам то, чего не должна была говорить», – прошептала Лариса, испугавшись собственной откровенности. «Надеюсь, вы не употребите это во зло». «Помилуйте», – Паратов снова надел маску человека с правилами. «Брак для меня дело священное. Я вольнодумства не терплю. Позвольте узнать, какими достоинствами обладает ваш будущий супруг?» «Одним только», — ответила Лариса, и в этом ответе была вся ее безнадежность. «Зато дорогим. Он любит меня». «Действительно, для домашнего обихода это очень хорошо», — усмехнулся Паратов. В этот момент дверь отворилась, и Фарита Игнатьевна ввела Карандыша. Тот шел готовым к обороне, но Паратов нанес удар первым, ударом покровительственной близости. «Мы уже знакомы», — небрежно бросил Сергей Сергеевич, подавая руку. Карандышев побледнел. Его «очень приятно» прозвучало сухо и натянуто. Он попытался играть достоинство, заявляя, что Лариса не даст ему повода для ревности, но Паратов лишь усмехнулся. Ревнивцы, мол, повода не ждут. Разговор о переезде в деревню стал новой ловушкой. Когда Карандышев пренебрежительно отозвался о местных красотах, Паратов парировал народной мудростью.
Один любит арбуз, а другой свиной хрящик. «Ах, Сергей Сергеевич, много вы разных поговорок знаете», вмешалась в разговор Харита Игнатьевна. «Так я же, тетенька, у бурлаков учился». «У бурлаков учиться русскому языку?» Скинулся Карандышев, пытаясь блеснуть своим образованием. «Мы считаем их образцом грубости и невежества». Это была роковая ошибка. Паратов мгновенно сбросил маску благодушия. «Кто это мы?» Его голос стал ледяным. «Я сам такой же бурлак. Я судохозяин. Вам нужно просить извинения, господин Карандышев». Комната замерла. Агудалова заметалась между мужчинами, чувствуя, что ее уютный мир трещит по швам. Но Паратов был неумолим. «У меня правило никому ничего не прощать, а то забываться станут». Он говорил это спокойно, почти ласково, но в этом спокойствии чувствовалась готовность раздавить оппонента в пыль. «Просите извинения сейчас же, я вам приказываю!» — вскрикнула Лариса, сгорая от стыда за нелепую заносчивость жениха. Карандышев, сломленный этим двойным давлением, силой Паратова и приказом невесты, выдавил из себя извинения. «Благодарите Хариту Игнатьевну», — бросил Паратов, милостиво кивнув. «Только впредь, мой родной, разбирайте людей. Я еду не свищу, а наеду не спущу». Чтобы замять скандал, Агудалова распорядилась подать шампанское. Она заставила Карандышева пригласить дорогого гостя на обед. Юрий Капитонович, красный от унижения, промямлил приглашение. «С удовольствием», — холодно принял вызов Паратов. Когда Лариса налила вино, призывая их быть друзьями, Паратов ответил изысканным комплиментом. «Ваша просьба — приказ». Карандышев, пытаясь вернуть себе хоть каплю значимости, эхом отозвался. «Для меня каждое слово Ларисы — закон». Но все в комнате понимали. Закон здесь теперь диктует только один человек. И этот человек только что согласился прийти на обед, чтобы окончательно разрушить этот хрупкий союз.